Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем делать укрепление акрилом натуральных ноготков, причем без опила. То есть мы постараемся, вернее даже не постараемся, а выложим так материал, чтобы его практически не нужно было пилить. Мы только оформим свободный край ноготка. Итак, у нас подготовлены к моделированию ногти. Что это значит? Значит, мы уже сняли предыдущий материал, потому что это у нас коррекция. Мы зачистили птериги, мы нанесли в качестве базового слоя слой геля. И именно на просушенный тоненький слой геля я моделирую уже непосредственно капельку акрила. Здесь я непосредственно вообще ничего не ускоряла. Вы можете рассмотреть каждое движение, когда я вытираю кисточку, как я набираю мономер на кисть, сколько мономера я набираю, как я его отжимаю, как я набираю шарик акрила. Все эти мелочи очень и очень важны в работе конкретно с этим материалом. Ну и, собственно говоря, сама выкладка акрилового материала очень сильно отличается от работы с гелем. Здесь мы ничего не тянем, ничего не мажем, ничего никуда не размазываем. Здесь мы кисточкой, прихлопывающими движениями формируем именно тот изгиб ноготочка, который нам необходим. И после того, как мы мега аккуратно выложили акриловый ноготочек, нам останется пилочкой только придать форму свободному краю и выпилить изнутри натуральные ноготки, которые нам в принципе вообще при работе с моделирующими материалами совершенно не нужны. Ну и как вы видите, на самом деле выкладка акрила занимает не так уж и много времени. Чем он очень выгодно отличается именно от гелевых материалов? Тем, что как бы точно вы не выкладывали гель, пока клиентка его до лампы донесет, пока она в лампу вмажется, пока еще что-то случится, он обязательно куда-нибудь стечет не туда, куда нам необходимо. В акриле же совсем другая ситуация. Он сохнет на воздухе, ни в какой лампе сушить его необходимости нет. Поэтому мы выкладываем ровно тот ноготочек, который мы в конечном итоге хотим видеть. Ну а теперь непосредственно сам опил. Девочки, внимание, здесь лучше не моргать. Если вдруг моргнете, пропустите опил одного пальчика, потому что опил сведен совершенно к минимуму. Мы просто ставим на место боковые стороны, просто оформляем торец ноготочка и все, немножечко пробегаемся буквально по поверхности верхней арочки для того, чтобы скрыть от кисточки какие-то там изъяны. Все, больше здесь совершенно ничего не нужно. В зоне кутикулы мы пилить ничего не будем, потому что там аккуратненько выложен наш материал, сведен к минимуму и опилу уже не требуется.
как я говорила, наша основная задача сформировать внутреннюю арочку. Берем фрезер и фрезером выпиливаем толщину материала и плюс тот ноготь, который у нас отрос, потому что он нам не нужен. Ну а для того, чтобы покрытие у нас лучше сцепилось с акриловым материалом, все-таки это у нас акрил, а покрывать мы будем гель-лаком, а это в первую очередь гель. Вот для того, чтобы гель лучше скрепился с акрилом, наносить его нужно на не до конца заполимеризованный материал, а полимеризуется акрил в течение 24 часов, то есть еще полимеризация у нас не закончена. Ну и плюс нам необходимо пройти поверхность ноготочка бафом, для того, чтобы опять же какие-то минимальные изъяны от кисточки убрать, и для того, чтобы следующее гелевое покрытие у нас хорошо сцепилось с акриловой поверхностью. Ну а теперь непосредственно сам дизайн. Быстренько покрываем наши ноготочки гель-лаком. В данном случае мы решили использовать вот такие вот неоновые оттенки. Использую в данном случае гель-лаки Харуяма, которые мне совершенно не нравятся. Их надо наносить в 3 слоя, чтобы они где-то там разложились. Они меня бесят, но тем не менее клиентка выбрала именно эти оттенки. Ничего не поделаешь, мучаемся и наносим. В дальнейшем мы еще добавим пигмент, поэтому я наношу в 2 слоя. Кое-какие разводы цвета у меня остаются, но тем не менее я не обращаю на это внимания, потому что пигмент в дальнейшем закроет эти изъяны. Ну и безумно скоростной дизайн в стиле минимализм. Эта клиентка у меня очень любит подобного рода дизайны. Она любит, чтобы на ноготках было какой-то изюм тут присутствовал, но в то же время, чтобы изюму было немного. Поэтому рисуем минималистичные вот такие вот совершенно малюсенькие цветочки. Ну и, собственно говоря, отпускаем довольного клиента домой. В общем, вот такие вот ноготочки у нас получились. Снимали очень быстро, поэтому здесь видно весь мой рабочий бардак на столе. Ну, вот такой вот у меня стол, и он всегда завален материалами, потому что у меня всегда должно стоять под рукой то, чем я работаю. Я надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Всем до новых встреч. Пока-пока.